Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание очень красивой салфетки с сердцами. Такая салфетка имеет красивый рисунок цветка и сердечек по контуру. Она очень простая, но в то же время вот такая симпатичная. Как только мои подруги увидели такую салфетку, сразу мне заказали в других цветовых вариантах связать такие салфетки для сервировки стола, кто-то для украшения журнального столика. В общем, всем понравился узор этой салфетки. Выглядит она очень симпатично, несмотря на то, что не имеет никаких сложных ажурных узоров. Можно выполнять салфетки в любом цветовом сочетании. У меня вот такой бледно-зеленый мятный цвет и бледно-розовый с сердечками. Можно выбрать яркие сочетания. Например, для Нового года выбрать ярко-зеленый цвет для цветка и выполнить красные сердца. Можно желтый цвет для цветка и красный оставить для сердец. В общем, вам потребуется два цвета пряжи в любом красивом сочетании. Друзья, для сравнения я покажу вам полиэфирный шнур диаметром 3 миллиметра и которым я буду вязать салфетки 2 миллиметра. Смотрите, разница существенная. И, конечно же, в плотности вязания и в красоте тоже разница существенная. Я долго подбирала шнур для вязания такой салфетки. Вот такую салфетку я выполнила шнуром 3 миллиметра. И посмотрите, ну, конечно, смотрится грубовато. Форму она хорошо держит, но все-таки мне больше понравилось для вязания салфеток использовать шнур 2 миллиметра. Они смотрятся более изящно и в то же время сохраняют все качества вязания из полиэфирного шнура. Салфетки в меру плотные, они не сильно толстые, они красочные получаются, легко вяжутся и в то же время при загрязнении их легко стирать. Изделия из полиэфирного шнура можно стирать как вручную, так и в стиральной машинке. Они хорошо сохраняют форму и используются очень долго. Они долговечные такие вещи. Я связала вот одну салфетку. Она у меня получилась в диаметре чуть более 30 сантиметров. Примерно 32-33 сантиметра получилась салфетка. И у меня ушло основного вот мятного цвета пол мотка и примерно четверть мотка розового цвета. Поэтому учитывайте расход. У меня были моточки по 200 метров. То есть на 2 салфетки вам потребуется основного цвета примерно 1 моток. В конце видео я покажу остатки, сколько останется после провязывания 2 салфеток. В этом видео я буду по рядам показывать процесс вязания этой салфетки. И начинаем с первого ряда. Берем в начале, используется только мятный цвет. И первые ряды выполняем только одним цветом. И уже при вязании сердечек вязание будем выполнять сразу, используя 2 мотка 2 цветов пряжи. Приступаю к вязанию. Напомню, что у меня полиэфирный шнур 2 миллиметра толщиной и крючок номер 3,5. Кончик шнура я заклеила прозрачным клеем, чтобы он не распускался. Можете просто оплавить его с помощью зажигалки или спички. И начинаем, как обычно, с начального кольца. Вокруг указательного пальца делаю вот такую петлю, ввожу крючок в центр петли и вытягиваю первую петельку наружу. Далее провязываю 3 воздушные петли, как первый столбик с одним накидом. Делаю на крючок накид и, вводя крючок в это начальное кольцо, провязываю первый ряд
который состоит из 11 столбиков с одним накидом. То есть 3 воздушные петли вместо первого столбика плюс 11 столбиков с одним накидом. И так провязываю первый ряд. Я закончила вязать столбики. Всего получилось по краю 12 петель. И теперь я начальное кольцо стягиваю так, чтобы в центре практически не было дырочки. Далее вот этот кончик нити я буду закреплять и маскировать на изнаночной стороне. А теперь завершаю вязание первого ряда соединительным столбиком в третью петельку подъема и начинаю вязать второй ряд. Второй ряд для первого пышного столбика вытягиваю петлю на высоту столбика. Далее делаю на крючок накид, ввожу в ту же петельку крючок и вытягиваю вторую длинную петлю. И через накид третью длинную петлю вытягиваю. Далее вновь подхватываю рабочую нить, провязываю все вытянутые петли, затем закрепляю вершину пышного столбика и 2 воздушные петли. После делаю на крючок накид, ввожу крючок во вторую петельку по ряду и вытягиваю первую длинную петлю. Далее через накид вытягиваю еще 2 длинных петли. После провязываю все вытянутые петли с крючка и закрепляю вершину пышного столбика и 2 воздушные петли. И теперь повторяем эти действия. И следующие петельки вытягиваем через накид 3 длинных петли, затем провязываем этот пучок петель и закрепляем вершину пышного столбика, 2 воздушные петли. Во втором ряду необходимо провязать 12 пышных столбиков из каждой петельки первого ряда. Заканчиваю вязание второго ряда. После последнего пышного столбика не забудьте выполнить 2 воздушные петли и заканчиваю ряд соединительным столбиком в вершину первого пышного столбика. Начинаю вязать третий ряд и вначале делаю соединительный столбик из первой арочки. Далее набираю 3 воздушные петли подъема и из первой арочки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. После идет 1 воздушная петля, и на следующей арочке из 2 воздушных петель необходимо провязать 3 столбика с одним накидом. И далее повторяем простые действия. 1 воздушная петля и из следующей арочки 3 столбика с одним накидом. Заканчиваю вязание третьего ряда. После последней группы из 3 столбиков не забудьте сделать 1 воздушную петлю и далее завершайте ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Новый ряд начинается также с 3 воздушных петель подъема. Далее из следующей петельки провязываем 1 столбик с одним накидом, а из третьего столбика провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть на каждой группе из столбиков на последнем столбике будем делать прибавление. После второго столбика 1 воздушная петля. И далее повторяем раппорт. Из первых 2 петелек по 1 столбику с одним накидом. Из третьего столбика 2 столбика с одним накидом. И 1 воздушная петля. И так провязываем этот ряд.
Заканчиваю 4-й ряд соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Начинаю вязать 5-й ряд с 3 воздушных петель подъема. Далее из 2 петелек провязываю по 1 столбику с одним накидом. И из следующей петельки 2 столбика с одним накидом. То есть делаем прибавление в раппорте и 1 воздушная петля. И далее идет повтор. Из 3 петелек по 1 столбику с одним накидом. Из 4-й петельки провязываем 2 столбика с одним накидом. И после 1 воздушная петля. Таким образом мы вывязываем 12 лепестков цветка. Заканчиваю 5-й ряд, как обычно, соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Начинаю вязать 6-й ряд с 3 воздушных петель вместо 1 столбика. Далее вяжу 3 столбика из каждой петельки по 1 и на 4-м столбике делаю прибавление. 3 столбика с одним накидом. И на 4-м столбике из 1 петли 2 столбика с одним накидом. И воздушная петля, конец 1-го раппорта. Далее начинаю вязать 2-й раппорт и повторяем 1, 2, 3, 4 из 4 петелек по 1 столбику. Из 5-й петельки будет 2 столбика с одним накидом. Если посчитать, то в 6-м ряду каждый лепесток будет состоять из 6 столбиков с одним накидом. И после 6-го столбика не забудьте сделать 1 воздушную петлю. И далее повторяем эти действия по кругу. Заканчиваю 6-й, начинаю 7-й ряд. Заканчиваю ряд, как обычно, соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Начинаю вязать с 3 воздушных петель подъема вместо 1-го столбика. И далее 4 столбика из каждой петли по 1 по ряду идет. И на последней петельке раппорта вывязываем 2 столбика с одним накидом. Заканчиваем раппорт 1 воздушной петлей. И так повторяем. Здесь будет 5 столбиков из каждой петельки. И на 6-м 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. И так еще 11 раз. Заканчиваю 7-й ряд, начинаю 8-й ряд. Как обычно, в конце ряда соединительный столбик, 3 воздушные петли для вязания нового столбика. И 8-й ряд вяжем аналогично, как и предыдущие ряды. Вывязываем лепестки, и каждый раппорт увеличивается на 1 петлю. В 8-м ряду лепесток должен состоять из 8 столбиков с одним накидом. Между лепестками 1 воздушная петля, и прибавление мы делаем на последней петельке лепестка или раппорта. Итак, повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков из 1 петли по 1 столбику. И на 7-й петельке вывязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и новое повторение. 8-й ряд закончен. Делаю соединительную петлю в 3-ю петлю подъема в начале ряда и набираю новые 3 воздушные петли для начала вязания 9-го ряда. В 9-м ряду у нас каждый лепесток состоит из 9 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли вместо 1-го столбика. Далее вяжу столбики с одним накидом из каждой петли по 1. И на последней петельке делаю прибавление
2 столбика с одним накидом из одной петли. Так, я довязала до последней петельки. Здесь делаю прибавление. Далее 1 воздушная петля и вяжу следующий лепесток. Здесь также довязываю до последней петельки. На последней петельке 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. И так провязываем 12 лепестков. Я закончила вязать 9 ряд. Посмотрите, пока у меня получается идеальный круг. И в 10 ряду вяжу по тому же принципу. Завершаю ряд 1 воздушная петля. Здесь соединительный столбик в 3-ю петлю подъема для завершения ряда. И 10 ряд, как обычно, с 3 воздушных петель. Вяжу столбики с одним накидом из каждой петли. И только на последней петле лепестка вяжу 2 столбика с одним накидом. И между лепестками 1 воздушная петля. То есть продолжаем расширять лепестки. И в то же время расширяется раппорт узора каждый ряд на 1 петлю. В следующем ряду в работе уже будут 2 цвета нити. И мы будем начинать вывязывать сердечки. Вот на последней петле провязываю 2 столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля и перехожу на вязание следующего лепестка. Заканчиваю 10 и начинаю вязать 11 ряд. В 11 ряду в работу ввожу нить другого цвета и в этом ряду начинаю вывязывать сердечки по контуру всей салфетки. Итак, заканчиваю ряд, как обычно, соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Далее делаю еще один соединительный столбик по ряду, так как у нас начало вязания будет смещено. И нить другого цвета прокладываю просто вот вдоль последнего ряда вязания. После для вязания следующего 11 ряда набираю 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, и вяжу по ряду. Здесь я вяжу если в предыдущем ряду каждый лепесток состоял из 10 столбиков с одним накидом, то в этом ряду каждый лепесток будет состоять из 8 столбиков, то есть на 1 столбик меньше в начале и в конце не довязываем 1 петельку. И вместо первого столбика 3 воздушные петли. И поэтому далее по ряду я провязываю еще 7 столбиков с одним накидом, причем розовую нить вы видите, что я обвязываю в начале, как бы в основании столбиков. Розовая нить идет вдоль вязания, ввожу крючок, подхватываю зеленую нить и провязываю столбик с одним накидом. Далее вот этот кончик нити закреплю и замаскирую на изнаночной стороне. Итак, я провязываю всего здесь в первом лепестке 7 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. При вязании 7 столбика провязываю накид, подхватив нить зеленого цвета, и меняю цвет нити на розовый, а зеленый вдоль вязания прокладываю и подхватываю нить розового цвета, заканчиваю вязание последнего столбика. Вы видите, лепесток не довязан до конца, 1 петелька. Далее в работе идет нить розового цвета. Делаю на крючок накид и ввожу крючок вот за арочку из 1 воздушной петельки и обвязываем зеленую нить. Из этой арочки провязываю 3 столбика с одним накидом нитью розового цвета. При вязании 3-го столбика провязываю накид, вновь меняю цвет нити. Розовый идет вниз, зеленый наверх
и вершину уже заканчиваю нитью зеленого цвета. Далее начинаю вязать второй лепесток. Здесь вот одна петелька пропускаем, со следующей петельки начинаем вязать столбики. Провязываем лепесток 8 столбиков с одним накидом, розовую нить обвязываем внизу. И при вязании 8 столбика меняем цвет нити при выполнении вершины. И вяжем второе основание сердечка из арочки. Провязываем розовой нитью 3 столбика с одним накидом. При вязании третьего столбика меняем цвет на зеленый. И далее начинаем вязать следующий раппорт узора или следующий лепесток. И так мы повторяем по кругу всего 12 повторений. 2 повторения я уже выполнила. Заканчиваю вязание 11 ряда и в конце ряда вот из последней арочки провязываю 3 столбика розовым цветом. Обвязываем здесь зеленую нить. И при вязании третьего столбика с накидом, при провязывании вершины меняем цвета нити местами и уже вершину заканчиваем нитью зеленого цвета. Далее, чтобы завершить ряд, делаем соединительный столбик вот из третьей петли подъема и плюс 1 соединительный столбик далее по ряду. После мы поднимаем розовую нить выше, прокладываем ее вдоль вязания. Вот смотрите, зеленая нить идет как бы за розовой нитью. И набираем новые 3 петли подъема для вязания уже 12 ряда. В 12 ряду лепестки цветка в предыдущем ряду состояли из 8 столбиков, в этом ряду будут и состоять из 6 столбиков. И поэтому я здесь первый лепесток провязываю еще 5 столбиков с одним накидом. 3. Обвязываем здесь розовую нить, она идет вдоль ряда. 4 и 5 столбик. При вязании вот последнего столбика лепестка меняем нити местами, подхватываем розовую нить и заканчиваем вершину столбика розовым. И далее вяжем основание сердечка. Здесь уже зеленая нить идет вдоль вязания. Из первого столбика розовой нитью провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее 1 столбик с одним накидом. И из третьего розового столбика еще 2 столбика с одним накидом. При вязании вот последнего столбика меняем нити местами, подхватываем зеленую нить, розовая идет вниз. Здесь пропускаем одну петельку и со следующей начинаем вывязывать лепесток цветка и провязываем 6 столбиков с одним накидом. 4, 5 и 6 столбик. На вершине меняем цвет, меняем нити местами и провязываем вершину уже другим цветом. Начинаем вязать уже второе сердечко. Так же, как и предыдущий раппорт. Здесь на первой петельке 2 столбика, на центральной 1 и вновь 2 столбика. И так повторяем
раппорт и провязываем этот ряд. Заканчиваю 12, начинаю вязать 13 ряд. При провязывании последнего столбика здесь в конце последнего раппорта выполняется основание сердечка и меняю цвет на зеленый. Розовая нить уходит вниз и заканчиваю ряд в начале соединительным столбиком в третью петлю подъема. Затем идет соединительный столбик, здесь мы подтягиваем розовую нить вверх во вторую петельку и набираю 3 воздушные петли для вязания нового ряда. И здесь уже при вязании ряда каждый лепесток цветка будет состоять из 4 столбиков с одним накидом. Вот на первом лепестке я провязываю 3 столбика с одним накидом. Вот, не довязывая, получается, одну петельку. И при вязании последнего столбика меняю цвет нити. Далее перехожу к вывязыванию сердечка розовой нитью. На первой розовой петельке провязываю 2 столбика с одним накидом. Далее идет 1 столбик с одним накидом из петельки. На центральной петельке 2 столбика, то есть делаем прибавление, еще одно. Далее вновь 1 столбик на одной петельке. И на последней петельке идет 2 столбика с одним накидом. Всего получается 2, 4, 6, 8 столбиков розовых. И при вязании последнего столбика необходимо поменять цвет нити. Поэтому вверх идет зеленая нить, вниз розовая. И далее переходим к вязанию лепестка. Вот одну зеленую петельку пропускаем в следующую, вводим крючок и вяжем 4 зеленых столбика. При вязании 4 столбика меняю цвет нити. Розовый идет вверх, зеленый вниз, и далее перехожу к вязанию розовых столбиков, так же как я показала, и повторяем эти действия до конца ряда. Я закончила вязать 13 ряд. При вязании последнего столбика поменяла цвет нити и начинаю вязать 14 ряд. Делаю в начале соединительный столбик из третьей петли подъема. Далее еще один соединительный столбик из следующей петли и плюс 3 воздушные петли подъема для вязания нового ряда. В этом ряду уже вот верх лепестка будет состоять всего из 2 зеленых столбиков. При вязании вот второго столбика меняю цвет нити и сразу перехожу на вывязывание сердечка. При вязании сердечка в предыдущем ряду было использовано 8 столбиков с одним накидом. Теперь необходимо провязать 12 розовых столбиков. Делаю прибавление на первой розовой петельке, провязываю 2 столбика с одним накидом. Далее провязываю из 2 петелек по 1 столбику с одним накидом. Зеленую ниточку мы обвязываем внизу вдоль ряда. На 2 центральных столбиках вяжу по 2 столбика с одним накидом, то есть делаю еще 2 прибавления на втором столбике. Далее на 2 столбиках по 1 остается 3 розовых петельки. И на последней розовой петельке провязываю еще 2 столбика с одним накидом. При вязании 12 розового столбика меняю цвет нити на зеленый и здесь провязываю на вершине лепестка
2 зеленых столбика. При вязании второго столбика меняю цвет на розовый и перехожу к вязанию следующего сердечка, как показывала. И так провязываю этот ряд. Я закончила вязать 14 ряд и далее начинаю 15 ряд. В 15 ряду буду провязывать вершины сердечек, и в этом ряду в работе будет только нить розового цвета. Нить зеленого цвета остается за работой, она не обрезается, так как последний ряд будет выполняться обвязка зеленым цветом. Последний столбик сердечко я провязала розовым цветом и заканчиваю 14 ряд соединительным столбиком в третью воздушную петельку и делаю еще одну соединительную петельку по ряду. Далее 1 воздушная петля и столбик без накида в эту же петельку. И далее начинаем вязать веера. Пропускаем 2 петельки. В следующую третью петельку вводим крючок, и из этой петельки необходимо провязать 6 столбиков с одним накидом. Образуется вот такой полукруг из столбиков или веер. Пятый столбик и 6-й столбик. Далее пропускаем от центра вот 2 петельки, в следующую вводим крючок, провязываем столбик без накида, еще один столбик без накида и, пропустив 2 петельки, в третью вводим крючок и на этой точке вяжем второй веер. Также из 6 столбиков с одним накидом. Пятый и 6-й. Далее выполняю, пропускаю вот 2 розовых петельки, в зеленую столбик без накида, в следующую зеленую тоже столбик без накида и повторяем как с начала ряда, провязываем 2 веера, вот вершины для следующего сердечка. Итак, выполняем этот ряд, должно получиться 12 сердечек, а точнее 24 веера должно быть провязано по кругу. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать 15 ряд, уже видны сердечки. Салфетку я отпарила с изнанки, чтобы она приняла вот такую правильную форму круга. И сейчас буду выполнять заключительный ряд, 16-й, это обвязка. И здесь я уже смело обрезаю нить розового цвета, оставляем хвостик. Кстати, ниточку нужно будет обязательно кончик оплавить или склеить клеем, чтобы шнур не распускался. Это относится, если вы используете полиэфирный шнур. И здесь при вязании последнего, после вязания последнего веера я выполняю вот столбик без накида, протягиваю нить сквозь последнюю петельку и здесь закрепляю нить, вытягивая наизнанку кончик сквозь первую петельку и затем через центр последней верхней петли кончик протягиваю, и на изнанке здесь уже можно протянуть через несколько полупетелек, закрепить нить, коротко обрезать, закрепить и затем заклеить кончик. А зеленую нить, которую я оставляла на изнанке, здесь я протягиваю наверх и буду выполнять обвязку. Обвязку начинаю вот с первой петли, подхватываю зеленую нить, здесь
провязываю одну воздушную петлю, в ту же петлю провязываю соединительный столбик и начинаю выполнять обвязку. Соединительный столбик в петлю, 1 воздушная петля, соединительный столбик в следующую петлю, 1 воздушная петля. Таким образом образуется аккуратный такой декоративный край с изогнутыми дорожками петель. Вот смотрите, здесь столбик без накида выполняем соединительный столбик, 1 воздушная петля, и между сердечками вот здесь ввожу крючок на ряд ниже между зелеными столбиками, вытягиваю петельку длинную и провязываю соединительный столбик. После 1 воздушная петля и в следующую полупетельку ввожу крючок и провязываю соединительный столбик, 1 воздушная петля. Кстати, здесь можно провязать столбики не вот так, я показала за 2 полупетельки, можно вводить крючок за дальние полупетельки, и тогда у вас вот этот вот передние полупетельки будут свободны, и тоже получится как линия, которая обрисовывает верхние части сердечек. Сейчас провяжу. И вот, друзья, смотрите, разница. Здесь я вводила крючок за вторые полупетельки, и здесь просто за обе полупетельки. Я думаю, второй вариант смотрится лучше. Итак, выполняю обвязку. За счет того, что здесь вводим крючок на ряд ниже за зеленые петельки, у нас сердечки будут разделены, и салфетка будет готова. Дорогие друзья, я надеюсь, вам был понятен этот мастер-класс. Вы свяжете красивые салфетки. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых вещей. До новых встреч!